Всем доброго дня. Вот сижу, любуюсь этой красотой. Лес шумит. Так спокойно, умиротворенно. Смотрю, думаю, а ведь мы на этой земле временно. И мы даже не замечаем эту красоту. В погоне за выживанием. Не за деньгами, а за выживанием больше. В погоне за выживанием. Войны, конфликты, трудности, жизненные трудности. А жизнь на самом деле нас не ждет. Она проходит. Вчера устроили нам конференц-связь с моими двоюродными братьями, сестрами, с кем мы росли. Одни в Грузии, другие в Греции, третий в Армении, мы с сестрой в России. И вот смотрю на них, уже все. Уже средний возраст, уже постепенно идут к своей осени. Знаете, так, невероятное чувство. Много лет не видела. Некоторых вообще 20 больше лет не видела. Взрослые уже люди. Быстро пробегает время. Очень быстро. У них уже свои дети. Фотографии отправила, где мы их возраста, даже не их детей, а младших детей, да. Самых младших детей возраста мы. 15-12 лет фотографии. А теткам нашим, которые на той фотографии, вот столько же, сколько нам. Может, даже чуть меньше. Я к тому, что бег времени мы с вами не остановим. Увы. А может, не увы. Я вот не хотела бы вечно жить. Не хотела бы. Но если бы все должны были жить вечно, даже не знаю, хотела бы, чтобы все мы вечно жили. Я уже к 45 годам устала от этого мира, полный невежеств. Я даже не представляю, если бы я вечно жила, что бы я делала вообще в этом мире. Ужасное состояние. Мне кажется, я бы впала в депрессию через 100 лет. Потому что настолько насыщенно все, настолько все делаешь. Я вот оглядываюсь иногда и прям страшно становится от того пути, от той дороги, которую я прошла. Если бы сейчас мне сказали столько начать делать, столько тысяч работ снять, лекции, я не знаю, не смогла бы уже. Не хватило бы жизненных сил. Вы знаете, раньше в день я могла и ответить, там сотни вопросов, ответов, снять, написать, не знаю, все на свете успевала. А сейчас вот отчеты провела, все, сил нет уже к вечеру. По консультации посмотрела, кого возьму. И как бы и уже усталость. Хотя, конечно, по сравнению с другими людьми, я понимаю, что я очень много успеваю, делаю, но уже не столько, как раньше. Раньше было больше. Как там старики говорят, вот в наше-то время мы уже дошли до этого состояния, что теперь мы, в наше-то время такого не было. И вот смотрю на эту всю красоту и понимаю, что все это временно нам дается. И где-то грустно. Мы с вами больше сюда не придем, друзья мои. Не верьте во всякие пустые философии по поводу того, что мы еще придем, еще родимся здесь. Нет. У каждого один шанс прийти сюда и родиться здесь. А, это моя красавица. Такая красивая. Невероятно молодое еще дерево. Наслаждайтесь этой жизнью.
Успевайте все сейчас, не откладывайте на завтра. Как ни грустно, завтра может не быть. У всех по-разному, конечно, но жизнь прекрасна во всех проявлениях. Она и уродлива, страшно уродлива иногда. Но чаще, наверное, все-таки прекрасно. Знаете, вот я поделюсь с вами таким тренингом, как сейчас принято называть. Вот подойдите к дереву, обнимите, стойте, смотрите на лес, на всю эту вечность. Отключитесь от всего, делайте вид, что в мире ничего не существует, ни национальных вопросов, ни войн, ни территориальных каких-то споров, что в мире нет, ничего плохого. Нет боли, нет подонков, нет жестокости, что все настолько прекрасно, хорошо, что просто до невероятности. Вот есть вы, вот этот лес, который шумит. Отключитесь от всего. Ничего не существует, только вы и Вселенная. Вот даже пару минут дают успокоение, я вас уверяю. Отключают. Очень сильная перезагрузка вообще всего происходит в жизни. Потому что постоянно наш век, очень информативный век. Раньше люди пока узнавали о каких-то там жестокостях, о чем-то другом, что случилось на том конце мира. Проходили годы. Ну и, знаете, им передавали эти образы, рассказы, да, в голове человека это все откладывается. Но так-то воочию они не видели это все. А мы видим. Мы живем с вами в такой век, что все это фиксируется, показывается, зачастую и специально, чтобы подавлять волю людей. И, конечно, нам намного тяжелее, чем нашим предкам было. Невзирая на то, что их век был более жестокий, но в любом случае у них была отдушина. Вы думаете, из-за чего вот эти, то есть книги, которые одно время просто друг у друга брали, читали, это как личный кинотеатр. Ты сидишь и читаешь, и перед глазами образы. Ты просто смотришь фильм. Люди понимали, что они что-то видят, но в голове своем. Потом это, конечно, перенесли на экран. Они интереснее жили. У них не было по сотне пар туфлей, как у нас, но они интереснее жили. У меня бабушка рассказывала, что в селе они шли, там молодежь спектакли организовывали, будучи еще уже женатые, замужние люди. И вот они организовывали спектакль своими силами. У кого-то бурку взяли, потому что там играет человек, который пастух, чабан. Там у кого-то дома лежала, значит, длинная коса. Когда-то в студенческие годы кто-то срезал и оставил дома. И вот попросили, потому что там по образу у нее должна быть коса длинная, она сельская девушка, про их любовь. Еще что-то. И вот она это вспоминала с таким, знаете, с такой тоской, что вот мы играли, мы шли, мы из дома отнесли там это, кувшин, все это раскладывали. У нас в селе приходили, несколько раз сыграли, настолько понравилось. Вот. По сути, я, конечно, понимаю, сельские лавочки, клуб сельский, сидели люди, смотрели завороженно в этот театр, знали всех в лицо, все свои. Но в любом случае, понимаете, требует душа, не хлебом единым жив человек. Душа требует этого искусства, требует радости какой-то, подпитки, чтобы дальше хотеть жить. Жить хотеть. Мы на это не обращаем внимания. Мы нацелились на материально в этом мире, чтобы удобно было, чтобы свет был, газ был, там горячая вода и все на свете. Но еще существует душа. Если опустошать душу человека, его разум, внутренний мир,
Это просто роботы на двух ножках получаются, понимаете? Ни о чем. Это приводит к концу цивилизации, как правило. Многие цивилизации именно так и исчезли, когда они делали акцент больше на удобство, как бы, и меньше на духовный рост. Когда-то один армянский поэт Авети Кисакян сказал следующее. Кстати, я перевела эти стихи и выставила на канале «Духовный голод». А я вам говорю, придет духовный голод. Когда вы будете голодать возле полных столов. А я вам говорю, придет духовный голод. Вот, наверное, это то самое. Духовный голод, который пришел и лицемерие век. Когда человеки ценят по его словам, а не по поступкам. И так смешно, когда депутаты освещают свои кабинеты, призывают батюшек, освещают депутаты кабинеты перед началом работы. Все-таки приятно, когда тебя грабят верующие люди, а не всякие безбожники. Ой, ну да ладно, оставим их. Вы знаете, друзья мои, я хочу вам сказать, что в наше время непростое, в наш век все-таки приходят люди, которые нужны именно для этого века. Я уже пришла к этому выводу. Называется вспомогательные профессии. Вот, например, какой-то год рождается больше мальчиков. Это значит, готовимся к войне лет через 20. В какой-то год рождается больше девочек. Значит, нет нужды в войне. Значит, в ближайшее время будет мир. Вселенная, она разумна, что бы мы ни говорили. Какой народ останется, какой народ исчезнет. Вот во Вселенной нет несправедливости. Даже если где-то вам кажется, что к вам несправедливо отнеслись, поверьте мне, это не так было. Если вы сядете и подумаете, вы поймете, за что вы получили. И не обязательно, что вы сделали зло. Вы иногда можете чрезмерное добро сделать и за это получить. Ну вот, например, человек должен был получить пинка от судьбы. Вот заслуживал давно, напрашивался. А вы влезли и помогли этому человеку. Пожалели его. И в итоге этот пинок получаете вы от него. То есть судьба вам говорит, я должна была его наказать, давно уже назрел вопрос. А ты влез и сказал, ну пожалейте его, он больше так не будет. Получай теперь. Получай теперь от него неблагодарность, свинство. Кто больше всего нам делает подлости? Обычно те люди, которым мы сделали много добра. Чаще всего, и они знают, куда бить, они знают самые больные твои точки. Люди, которые кормились с твоей руки. Правда ведь? Значит, мы получаем за то, что мы влезли, не дали судьбе совершить свое предназначение. И за это мы получили. И то же самое, если какие-то народы исчезли, значит, эти народы недостаточно за себя боролись. Зря занимали то место, ту землю, которую им подарили. Поэтому их оттуда убрали и привели другой народ, который, наверное, оценит это. Во Вселенной несправедливости нет. Во времена, когда должна быть война, и, как правило, война мировая, рождаются больше мужчин и больше стратегов. Во времена, когда у людей должна быть депрессия, Великая депрессия, рождается больше людей, лидеров, которые могут за собой вести людей, встряхнуть, знаете, так за грудки взять и потрясти, привести в порядок, дать пару пощечин и вернуть к жизни. Приходят такие люди.
Во все времена рождаются и приходят те люди, которые в данный момент нужнее миру. И я когда иногда говорю, что вот родилась бы я в другой век, хотя в тот век было бы не лучше. Естественно, у каждого века свои трудности, бедствия. Но, значит, надо было в этот век родиться. Наша ведьмина изба наша, потому что это уже не только мое, оно ушло в народ. Это принадлежит людям, миру. Наша ведьмина изба стала такой тихой гаванью для многих, спасением. Люди могут зайти, послушать пошагово инструкцию выживания, взять какую-то работу, провести, поменять свою жизнь. У них появилась надежда, что их кто-то слышит и помогает. Кто-то их защищает. И эта надежда не пустая. Это реальность. Но кто-то же должен был этих людей научить и объяснить, как обращаться к этому разуму, чтобы он тебя услышал. Как все правильно сделать. Вы знаете, друзья мои, у меня была мысль, вот я сегодня, наверное, озвучу. У кого есть желание, можете снять небольшой ролик. Я могу их потом склеить, может, вместе, может, отдельно выставить. И рассказать, что для вас значит ведьмина изба. Когда вы пришли, что у вас было в жизни, что до, что после знакомства с избой. Какие работы особенно вам понравились, в чем они вам помогли. Знаете, такие ролики, они дают надежду другим людям. Ведь эти работы ж не продаются, чтобы какое-нибудь существо сказало: ой, специально, чтобы купили ее работы, как одна выставила. Они в общем доступе, в открытом доступе, абсолютно даром отданы, поэтому корыстного мотива здесь быть не может. Но такие видеоролики дают другим возможность взять себя в руки и вместо отчаяния действовать. Как я и говорю, вместо того, чтобы плакать, действуйте. Что бы ни было в жизни, какой бы ужас ни случился, и перед каким бы страшным каким-то происшествием вы ни стояли, вместо слез действуйте. Когда человек действует, то нить его жизни находится в руках доли. Когда человек унывает, то нить передается недоле. Недоля так запутает, еще больше будет проблем, и в итоге Мара срежет нить вашей жизни. То есть вы уйдете либо добровольно, либо из-за этих бедствий заболеете, уйдете, неважно. Но дело даже не в смерти, не самая страшная смерть на этом свете, а просто хочется качественной жизни и оставить эти знания своим детям, чтобы у них тоже была качественная жизнь. Не перекантоваться как-нибудь пережить свою жизнь как-нибудь, а чтобы было качество жизни до конца своих дней, жить не мучаясь страхами. Потому что проблемы были, есть и будут, пока мы живые. Но когда ты знаешь, как эту проблему решить, она не настолько страшна. Согласны со мной? Не голосовыми и не СМС, а именно видеоролик. Можете свой алтарь снять, можете снять красивую вот природу, если рядом с вами есть такая природа, свой город. Можете назвать себя, можете не назвать, если не хотите, чтобы вас по имени знали. И выслать мне на Телеграм, потому что там открывается. Можно и на WhatsApp сейчас, по-моему, длинные видео и туда приходят. И написать в начале, что это ваш рассказ о ведьминой избе. Мне отправляйте. Яне не отправляйте на сей раз, потому что она и так загружена. Ей и так мистические истории отправляют. Кстати, голосовые там о проделанной работе, о результатах ваших, которые я потом выставляю в цикле «Люди говорят», тоже можете отправлять. Я потихоньку выставляю. Вот сегодня еще попробую еще выставить, если время будет. Вот голосовые можете отправлять. Мистические истории и прочее. Это можете отправлять. А вот именно мое знакомство с ведьминой избой, или что для меня значит ведьмина изба, можете отправлять мне.
Маленький, просто, понимаете, как образно оно более воспринимается и приятно смотреть, когда ты видишь общение живого человека, его алтарь, его там город. Себя не обязательно показывать, я всех научила снимать природу и прочее, можете так. В принципе, это и правильно. Зачем на себя направлять камеру? Можно просто наслаждаться видом из окна. Выставим, поможем тем людям, у которых уныние, у которых внутренние страхи. Друзья мои, надо жить, надо менять свое отношение ко всему, к жизни, к миру. Надо не надеяться ни на кого, ни на государство, ни на кого надеяться, на себя надеяться, подниматься. Если у вас есть таланты внутренние, развивать эти таланты. Можете делать красивые, там, изготавливать торты, делайте это. Можете, не знаю, сумки какие-то шить, делайте это. Любите индустрию красоты, значит, изучите маникюрное дело, парикмахерское. Поднимайте себя. Имейте несколько профессий, оно всегда к месту. Когда у человека несколько профессий, то он не боится будущего. Как говорит поговорка, профессия вытаскивает человека из нищеты и нужды, чтобы он не шел никому и не просил ничего, а сам поднимался. И надейтесь на великие силы. Они нас любят, видят, но вмешиваются в нашу жизнь, когда мы просим, потому что они уважают нашу свободу, в отличие от многих других верований и направлений. Древние силы уважают личность человека, потому что мы часть их. Уважая нас, они уважают себя. Если бы назвали нас рабами, значит, они тоже являются рабами кого-либо. Они свободны, и мы свободны. Мы их дети, внуки. Понимаете? А детям и внукам плохого не пожелаешь, плохого не сделаешь. Сделаешь рабу, потому что он тебе никто, и звать никак. Чужой ребенок. Пришел, работает, поменьше пусть ест, побольше пашет, его чувства тебя не волнуют. А когда это твой ребенок, ты когда сын богов или дочь Вселенной, их ребенок, ребенку никто ничего плохого не пожелает. Кстати, слово ребенок тоже недавно пришло, но просто уже в обиходе это понятнее, так и пользуемся. Рабенок означает слово ребенок. Да, раб и рабенок. Было дитя. Вот, дитя богов мы. А своему дитю плохого никто не желает. Правда ведь? Вот можете снять, отправить мне, и постараюсь много не копить, сразу выставлять. Можете снимать сколько угодно, это неограниченное время. Всегда, когда любое время, даже через год увидите этот ролик, можете снять и отправить мне. Я выставлю, что для вас ведьмина изба, что вы нашли здесь, какой момент встретили, увидели. И, пожалуйста, расшифровывайте определенные слова, не выставляйте, YouTube может не пропустить. То, что происходит сейчас, наше вот незалежное, не называйте, войну не называйте, что еще. То, что происходило в 2020 году, это безумие, не называйте словами, чтобы мне не пришлось как-то убрать эти слова, чтобы выставить. Изначально знаете, что эти слова просто не пропускает YouTube. Вот. А остальное, есть очень много различных слов, которыми можно заменить. Я думаю, что вам говорить и учить вас не нужно, вы сами знаете. Все, что у вас скажет сердце и душа, то и говорите. Так и должно быть. Не нужно контролировать свои слова и свои эмоции. Вот как есть, так и говорите. И это будет подмогой для других людей, которые, может быть, хотят как-то менять свою жизнь, но что-то не решается, что-то им мешает. Пусть понимают, что надо действовать. Не ждите, никто к вам домой не постучится и не скажет, хочешь министром финансов. Прояви себя, покажи, на что ты способен, а мир это оценит. Не надо обижаться на мир, который тебя не знает, что он тебя не ценит. Можно подумать, ты вот выложил, показал себя, а он не оценил. Нет, ты ничего не сделал. Ты ждешь, пока придут и поклонятся. Такого не будет.
И это правильно, что не будет. Старайся. Иди сам. Прорывайся сквозь эти камни. Прорастай, поднимайся. Толкни в сторону эти глыбы. И тогда ты выживешь. А как вы хотели? Так и это и есть справедливость. Кто сильнее, кто упорнее, тот и идет вперед. Всем подряд не должны быть блага, которые они хотят. Сколько заслужил, столько и получай. Ну вот если там девочки 15 лет покупают бриллианты и шубы. Я понимаю, может быть, там хотят родители как-то порадовать, предположим. Но когда это не заслуженно, это не ценится этим ребенком. Потому что не понять ценность этого, что некоторые люди всю жизнь до этого не могут заработать, дойти. Не дает Вселенная. Вселенная, в отличие от нас, людей, обладает разумом более высоким. И понимает, что не надо нас баловать. Заслужи и получай. А те, которые незаслуженно получили, понимаете, это все уйдет в никуда. Это не останется наследником. Это исчезнет. Так что на ваш вопрос, а как насчет того, что кто-то незаслуженно берет просто чужой и живет прям сразу с рождения, все хорошо. И что, чем они заканчивают свою жизнь? Вы знаете хоть одного сына богача, который прославился на весь мир? Ну, очень редкий случай. И то, если там родители особо не баловали. Просто одно название были богатые. Но это не значит, что все блага дарили своим детям. Очень редких случаях. В основном кто поднялся в этой жизни? Дети из периферии, из селений, приехавшие в города большие, в столицы, которые просто ценой крови день и ночь пахали, поднимались, прошли тысячи адов и добились своего. Вот кто. И оставили свое имя. Ну, посмотрите биографию любого известного человека. Он просто с нуля, из ниоткуда, будучи никем, стал всем. Справедлива Вселенная? Да. Отдаешь свое время, силы, талант, нервы, здоровье, молодость, жизнь. Получаешь взамен блага. Ничего не хочешь отдавать, просто получаешь. Ну вот на Хованке лежат те, кто 90-е просто получал. Чем это закончилось? А те, кто выжил и остался, спились, как правило, знала таких нескольких. Чемоданами деньги несли. Чемоданами. Все их боялись. В любой там ресторан ногами двери открывали. Плевать на всех. И вообще никак. Закончили свою жизнь абсолютными бомжами. Потому что незаслуженно. Потому что не зарабатывали они эти деньги. Вот о чем речь. И те самые жены олигархов, которым все завидуют. Сколько из них так ушли, что даже на похороны денег не было. Ни дети, ни муж, никто не пришел. Вот так закончилась жизнь этих блистательных женщин. Понимаете? Не завидуйте им. Не смотрите на их сторону. Не думайте, ой, вот у них есть. Да плевать, вы не знаете, как нагажена их душа. Может, человек с бриллиантовыми пуговицами ходит, а закроет дверь, пойдет повеситься от этой боли души. Понимаете? Вы не знаете это все. Поэтому вы смотрите поверхностно, закулисное вот это вот. Туда же вы не заглядываете, что там происходит и как они живут. Можно быть женой тракториста, пухленькой, кругленькой, толстенькой такой женщиной с 7 детьми, и мужик такой с золотыми зубами, который там приходит, целует ее, уходит, целует. Она счастливее 1000 раз этих жен миллиардеров, счастливее. У нее огромное потомство. Она умрет, все будут плакать, поставят памятник, будут поминать, ходить каждый день на кладбище. Понимаете? Она их мама, бабушка, любимая. А там женщина, которая вся в бриллиантах ходила, чуть ли не с ног до головы, уйдет, даже помнить не будет, как ее звали. Несчастная, в депрессиях, в этих выпивках, в этих рехабах вечно. Это разве жизнь? Поэтому живите свою жизнь. Чужая вам не нужна. Это их. Свою жизнь. И не жизнь своих детей, а свою жизнь.
Потому что мы пример подаем своим детям, что себя надо любить, уважать. Любить не так, чтобы сойти с ума от любви к себе, а любить себя, вот принимать таким, какие мы есть уже. И будем еще. Ай, все, друзья мои. Немного с вами поговорила. Пойду дальше делами заниматься. А вы подумайте над моим предложением. С радостью выставлю, конечно. И поддержим тех людей, кто может быть слаб духом, может быть в отчаянии, может и в депрессии. Жить надо. Возьмите себя в руки. Да, жизнь такая, она сложная. Но, знаете ли, а мы крепчаем. Всем удачи.